Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге рассмотрим 5 лучших мониторов с максимальной частотой обновления 165 Гц, которые можно купить в 2025 году. Я отобрал модели под разный бюджет, предпочтения и критерии. Есть и недорогие, и дорогие, и на 27 дюймов, и на 34 дюйма. Но главное, все они хорошие, понятные, проверенные временем и владельцами. В процессе рейтинга расскажу, какие матрицы стоят в этих мониторах, какую они картинку выдают, каким функционалом могут похвастаться и какие разъемы для подключения имеют. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На пятом месте рейтинга стоит Philips 24M1N3200ZA. Это самый бюджетный монитор в рейтинге. На момент публикации видео его можно купить за 20 тысяч рублей. За эти деньги мы получаем базовый игровой монитор на 24 дюйма с частотой обновления 165 Гц и Full HD разрешением. Philips работает с FreeSync и G-Sync. Эти ребята уберегают вас от разрывов кадров и подергиваний, делая картинку плавнее. Понадобится на случай, если у вас не самый мощный ПК, который иногда не вывозит 165 Гц. По поводу качества изображения. Из коробки монитор настроен так себе. Завышенная яркость, странная палитра и излишняя четкость. Все это можно подкрутить в настройках и сделать, как вам будет приятнее. Если вообще понадобится этим заниматься, конечно. Некоторым владельцам попадаются экземпляры без серьезных засветов. В основном на черном фоне в темноте можно заметить лишь небольшие засветы по углам, но ничего критичного. С читаемостью текста полный порядок. Глаза не устают даже при длительном использовании. По максимальному уровню яркости Philips вообще поскромничали. В характеристиках заявлено 250 кандел на квадратный метр, но выкручивать выше 35-40% не приходится. Говоря о подключении, монитор предлагает два порта HDMI и один DisplayPort. Все разъемы расположены вертикально, что удобно, если устройство стоит вплотную к стене. Не придется изощряться, пытаясь вставить кабель. Главный козырь перед конкурентами – подставка. Выполнена из металла в устойчивой форме. Раскачать ее – та еще задача. Она регулируется по высоте, меняет угол поворота по вертикали и даже переводит экран в портретный режим. И еще на подставке сзади есть кронштейн для проводов и наушников. Можно организовать кабели или повесить гарнитуру. Не понравился Philips? Тогда присмотритесь к AFC Wireless Line Q24G2A. По большей части он такой же, как и Philips. IPS-матрица, 24 дюйма, регулируемая подставка. Все это с 2К разрешением и в немного другом дизайне, но по цене в 2 раза дороже. На четвертом месте топа LG UltraGear 27GR75QB. Подойдет тем, кто хочет монитор на 27 дюймов с 2К разрешением, но без переплаты за премиальность брендов и лишние опции. Качество картинки тут на уровне, стоит хорошая IPS-матрица. Цвета насыщенные, детализация выше, чем у Full HD. Глубина цвета 6 бит с технологией FRC. Это не так хорошо, как честные 8 бит, но в играх и фильмах это не бросается в глаза, а разница видна только при прямом сравнении двух мониторов. Углы обзора приличные. При незначительных изменениях в горизонтальной плоскости картинка на экране совсем не меняется. Если увеличить угол до 30-45 градусов, то изображение становится менее контрастным, снижается насыщенность некоторых цветов, слегка высветляются тени. Но главное, что нет серьезных проблем с артефактами. Гостинг практически отсутствует, засветы видно только под углом и на черном фоне. Еще есть HDR, но работает больше для галочки. Делает картинку чуть ярче, но не дотягивает до настоящего HDR из дорогих мониторов. Сюда же добавили FreeSync и G-Sync, так что проблем с плавностью изображения не будет. По эргономике. LG явно старались сделать монитор не только мощным, но и удобным. Экран на регулируемой подставке можно наклонять, поднимать, поворачивать и даже ставить вертикальный режим, если вдруг захотите читать длинные тексты или стримить с чатом в полный рост. Корпус строгий, без лишней геймерской агрессии, а разъемы удобно расположены. Два HDMI и DisplayPort позволяют подключить сразу несколько устройств. Для тех, кто ищет 27-дюймовый монитор в очень ограниченном бюджете,
можете посмотреть на Xiaomi Redmi X27G. Он стоит примерно столько же, сколько и прошлый Philips. При этом изображение строится на 27-дюймовой панели с IPS-матрицей, Full HD разрешением и частотой обновления 165 Гц. Тройку лидеров открывает Ardor Gaming Horizon AQ32H3. Если вам хочется чего-то побольше, чем стандартная 27 дюймов, то Ardor Gaming Horizon – отличный вариант. По цене на 10 тысяч рублей дороже прошлого LG, но у Ardor диагональ экрана 32 дюйма. На нее приходится 2К разрешение и VA-матрица с контрастной картинкой. Добавляем сюда 165 Гц, поддержку FreeSync и G-Sync и получаем отличный монитор для игр и работы. Конечно, разрешение в идеале бы повыше, но если у вас нет опыта с топовым 4К монитором, то и 2К вполне хорош для диагонали 32 дюйма, да и компьютеру будет легче. Также по сравнению с IPS, VA традиционно выигрывает в контрастности. Здесь она на уровне 3000 к 1, так что черный действительно черный, а не темно-серый. Глубина цвета 8 бит, градиенты плавные и насыщенные. HDR заявлен, но, как и во многих моделях среднего сегмента, он работает скорее номинально. Подсветка тут не настолько мощная, чтобы раскрыть весь потенциал технологии. По эргономике у монитора все в порядке. Подставка регулируется по высоте, а также позволяет разворачивать экран по горизонтали, что упрощает настройку рабочего пространства. Подключение тоже радует. 2 HDMI и 2 DisplayPort, так что можно одновременно держать подключенными несколько устройств. В небольшой минус можно записать то, что монитор покачивается, если бить по столу или намеренно касаться корпуса. Все дело в подставке. Такая же идет для монитора на 27 дюймов, а 32-дюймовая панель все-таки больше и тяжелее, сюда бы чего-то помощнее поставить. Но в целом монитор устойчивый, при ежедневной эксплуатации со стола не соскочит, даже если кот хорошо постарается. Второе место занимает Huawei MateView GT34. Это широкоформатный 34-дюймовый монитор на VA-матрице с разрешением 3440 на 1440. В целом, картинка выходит приятная для глаз. В дополнительной настройке не нуждается. В полной темноте на черном фоне можно заметить несколько засветов вдоль нижнего края экрана и парочку слабых по верхней грани. Для изогнутой VA-матрицы такого размера это вполне обычное явление, так что ничего критичного. Что касается углов обзора, то при небольших наклонах картинка остается стабильной. Детализация мелких элементов и шрифтов для VA-матрицы здесь на достойном уровне, глаза не устают. Из нетипичного – встроенная акустика. Обычно она есть просто потому, что могла быть, но тут действительно все прилично. И запас громкости, и звук чище, а главное – динамики направлены прямо на пользователя, а не куда-то вниз или вообще на заднюю стенку, как у многих. В подставку встроены 2 5-ваттных динамика, а между ними расположена сенсорная полоска для управления громкостью. Работает это удобно. Коснулись, звук включился и выключился. Провели пальцем, громкость плавно изменилась. Дополнительно на верхней грани монитора расположены 2 микрофона с шумоподавлением. Они обеспечивают хорошее качество для созвонов и тим-чата. Подставка позволяет отрегулировать высоту монитора в пределах 110 мм и наклонять экран от минус 5 градусов до 20 градусов. А вот поворот в стороны здесь не предусмотрен. По портам все прилично. Есть 2 HDMI, DisplayPort, USB Type-C с возможностью зарядки и вывода изображения. Набор универсальный, подключить можно что угодно, от ноутбука до игровой консоли. Лидером рейтинга стал Titan Army 27A6MR. На мой взгляд, это лучший вариант по соотношению цены и качества. Бренд не самый распространенный, но, судя по отзывам, те, кто попробовали, совсем не пожалели. Монитор оснащен 8-битной IPS-матрицей с 2К разрешением. С помощью технологии FRC глубина цвета увеличивается до 10 бит. Это дает более плавные градиенты. А для еще более точной цветопередачи в Titan Army 27A6MR используется мини-LED-подсветка, которая улучшает контрастность и яркость изображения. Мини-LED – главная фишка этого Титана. За счет него и HDR выглядит куда приличнее. Темные сцены глубже, а яркие – насыщенные, без пересвеченных участков. Также и в сравнении с обычными мониторами здесь почти в 2 раза выше яркость. В общем, мини-LED решает.
Внешне монитор выглядит неординарно, его даже толстым назвать можно. Это как раз для охлаждения такой матрицы. Еще есть подсветка на задней панели, ее тоже нужно охлаждать. Там же и DisplayPort с двумя HDMI. Не хватает разве что парочки USB-портов для полного удовольствия. Но из других фишек – датчик освещения. Такое встречается разве что в премиальных моделях. Монитор сам подстраивает яркость под окружающее освещение, как автоматическая регулировка на смартфоне. В остальном у него функциональная подставка со всеми настройками. Высота, вращение, поворот влево-вправо. По итогу Titan Army выделился мини-LED-подсветкой с хорошим HDR, жирным запасом яркости, точной цветопередачей, функциональной подставкой с регулировками и даже датчиком освещенности. Вот за это он и занял первое место в рейтинге. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.